Уже более 3 лет я погружен в мир GameFi, изучаю игры, в которых каждый из вас сможет заработать. Сегодня я разберу 5 Play-to-Earn проектов, в которые можно залететь прямо сейчас. Поговорим только о основных аспектах, ну а кто хочет максимум, детальные гайды, инструкции и советы, переходите в мой телеграм-канал, ссылка будет в описании. Otherside Meta – метавселенная от обезьянок-бояк, которая представляет из себя различные игры и режимы внутри, а также AI-инструменты, которые позволяют создавать собственные карты без программирования. Похоже, это все на какой-нибудь конструктор Roblox или Fortnite, но только с AI-технологией. Например, ты пишешь «построй красный замок», и он строит его. В июле запустили Bathroom Blitz – эпичный 8 на 8 шутер в ванной комнате бояк. Персонажи уменьшены до размеров солдатиков и сражаются в миниатюрном окружении с оружием, винтовкой АК-47, возможностью карабкаться по стенам. Это первый опыт собственной игры метавселенной Otherside, и тестеры получили за топы от 70 до $100. После был запущен Other Games 3, бесплатный ивент с мини-играми, красный-зеленый свет из игры в кальмара, бег на скорость, паркур и прочее. Победить мог любой, но многое зависело и от обычной удачи, ведь в некоторых играх тебе нужно было выполнять ряд действий быстрее остальных. 16 же августа уже запустился новый ивент с мини-играми. Судя по статистике прошлого ивента, участвовало всего 200 игроков. Было распределено 69 призов, большинство игроков получили токены Ape, а победители мини-игр по $100 в эквиваленте. В раздаче наград команда не сильно жадная, поэтому пофармить можно. Плюс подробный пост о ивенте уже есть у меня в телеграм-канале. Calamity. Это бодрая 2D экшен-RPG с PvE замесами и NFT экономикой. Игра уже доступна через Epic Games, а геймплей напоминает смесь аркадного слэшера и ролевки с лутом, квестами и прокачкой. Кастомизация героев, система грейдов и внутриигрового заработка. Игра, кстати, мне напоминает Камбрию. 19 августа нас ожидает мини-тест на пару дней до 22 августа, благодаря которому можно получить Factory NFT ценой в $40, токены Worm и USDC. Данный тест нацелен на проверку новых механик до крупного старта сезона, где нас встретит куда больше наград. Это также отличная возможность посмотреть, интересен ли вам проект, и понять для себя, будете ли вы участвовать в новом сезоне. Игровая модель будет, вероятно, представлена как Risk to Earn, где вам потребуется заплатить за вход и уже после получить награду в конце сезона. Так было в Камбрии, Party Icons, и в целом данную модель уже использует не один проект. В сезоне нас будет ждать обновление механик фарма, добавят рыбалку и подтянут визуал самой игры. Из основного золота будет фармиться за счет игровых пассов, дуэли и торговлю на аукционе. Формула конвертации 100 золота равно 1 USDT в конце сезона. Токен Worm будет фармиться за счет позиций в лидербордах, прогресса в PvE, гильдии, рефералов и спонсорства. Владельцы NFT будут получать повышенный процент в зависимости от редкости кольца. По факту Dragon Rings является мультипликатором. Флор на Ronin Marketplace на это кольцо уже 380 ронина, это $190-200. Hattori – это мобильная MMORPG PvP баттлер с неплохой графикой и геймплеем в фэнтезийном сеттинге. В игре нам предстоит взять на себя роль настоящего ниндзя в таинственном мире с несколькими открытыми регионами, полными секретов. Проект только набирает обороты, но уже сейчас идет активная Play-to-Earn кампания, где можно залететь без вложений и начинать зарабатывать. Ждать дропа токена долго не придется, ведь ТГЕ запланировано на 3-й квартал, то есть на июль, август, сентябрь, и если ничего не изменится, то до конца фарма остался всего месяц. Сама игра представлена как обычная Web 2 мобилка, которую можно скачать на любое мобильное устройство из Google Play или App Store. Однако, если мы свяжем аккаунт в Telegram-боте, то сможем фармить токены проекта по фиксированной цене на ТГЕ $0.1. Фармить токены можно благодаря квестам и событиям. Ежедневные квесты представляют из себя простые задания, завязанные на игре. Поймать гарпуном соперника, нанести травмы, одержать
энное количество побед. Собрав с помощью ежедневных квестов 100 Eligible Points, вы рассчитываете на разделение ежедневного пула в 2000 токенов. Но больше всего профита во вкладке «События». В ней проходят челленджи, тоже на самом деле простые, но они дольше длятся, и главная цель подняться выше в топе. Там награды уже поинтереснее, в районе 200-300 токенов на человека или 20-30 долларов, если считать по цене ТГЕ. Приятнее всего, что мы уже знаем, какое количество токенов у нас есть, по какой цене все стартует и сколько мы заработали, столько и получим. Без всяких банов и условий, что нужно было сыграть 100 матчей или прочей чуши, как это бывает. Подробный гайд и обзор по игре я уже делал на своем YouTube канале, можете перейти по ссылке в описании. Rome Golden Age — новая крипто-MMORPG от Wemix, которая запустилась пару дней назад, 12 августа в 120 странах, и за июль собрала почти 4 миллиона предрегистраций, что для Web3 игры является огромной цифрой. Игра не новая, а перекочевала из Web 2 мира и является логичным продолжением. В Корее она заняла топ-2 места в Google Play, а значит у проекта есть сильная база. Игра доступна на ПК и мобилке через их платформу Wemix Play. Есть 3 класса: рыцарь, рейнджер или маг. Все они позволяют фармить одинаковое количество токенов. Основные механики для заработка — это квесты, подземелья, боссы и PvP-арены. Суть игры, как и в любой RPG. Качать персонажа, но при этом вы сможете параллельно фармить токены. Но фармить их с первого уровня не получится. Нужно потратить время на прокачку или задонатить. Поэтому решать вам, заходить сюда, но думаю, любителям гринда зайдет. Так как проект только запустился, то пока сложно оценить перспективы и цифры по заработку. Однако на предстартовой лотерее разыгрывали до 32 тысяч долларов. Играть можно бесплатно, просто качайтесь и проходите контент. Но как быстро можно добраться до нужного уровня, чтобы фармить токены, это, по-моему, либо 60, либо 65 уровень. Это вопрос хороший, возможно и пару недель. К концу года обещают запустить обмен, добавить механизмы стейкинга, а также турниры с призовыми пулами. Как я понимаю, игра внедрила так называемые механики Invisible Web 3, что делает ее играбельной и привлекательной не только для заработка, а в районе 30% игроков играют в нее, потому что им просто нравится. Но остается еще куча вопросов по этой игре, например, инфляция, экономика и так далее. Потому что у многих похожих проектов, в том же Мир 4, с этим были большие проблемы. Надеюсь, эта игра смогла их решить. Однако не стоит забывать о рисках. Проект взламывали и вытянули 6 миллионов долларов, что сильно повлияло на регулятор в Корее и Китае, где игра вообще не запустилась и идет разбирательство. Это безусловно может повлиять в хорошую сторону для самой игры, стать новой точкой для роста и улучшить защиту. Однако если другие страны последуют по стопам той же Кореи или Китая, то игра может схлопнуться везде. Fishing Frenzy — пиксельная рыбалка с play-turn механиками, разработанная сперва на блокчейне BS, но переехавшая на Ronin. Сперва игра была доступна и в браузере, и через Telegram Mini Apps, но от последнего решено было отказаться. Проект довольно прост. С помощью кликов мы должны сохранять рыбу в определенной области, чтобы словить ее. Русской локализации у проекта нет, однако зайдя в первый раз, у вас будет туториал, который легко все объяснит. При этом игра легко идет в браузере и на мобильное устройство. Появилась новая механика — готовка еды, но доступна она с 15 уровня. Эта механика позволит готовить, получая за это опыт и саму еду, но ключевым элементом будет являться навыки. Для себя выделил Rod Handle, позволяет не тратить энергию при успешной ловле рыбы, и Reel увеличивает зону ловли. Также появились NFT-сундуки, рыба, удочки, а также режим дайвинга. Основная задача — найти и открыть кораллы и не попасть на бомбы. Выглядит как мини-игра в сапера, в которой можно выбить удочку, суши, рыбу и голду. Наша гильдия также активно участвует в проекте и ее ивентах. В начале месяца мы заняли 5 место и разделили пул 850 ронин и дополнительно получили питомцев для топ-10 игроков гильдии. Если вы хотите быть в теме GameFi, опережать события и зарабатывать на этом, то переходите в мой Telegram, а также не забывайте про подписку на этот YouTube канал. Ну а на связи был Крас, посмотрите другие видео на канале и встретимся в метавселенной.